Один раз стоит бросить спичку, и потом полыхает с двух сторон. Может ли когда-нибудь российское общество мириться с украинским? Это не сон, это теперь наша жизнь. Дорого, получается, это стоит? Это очень дорого стоит. Всем. Я писала про униженных, оскорбленных. Они же никуда не делись, они же тут остались. Уехать можно, но куда деться от вот этого, от того, что здесь у тебя? Ведь от него же не уедешь. Это же с нами теперь навсегда. Давай мы, знаешь, это самое, сперва, чтобы там и в себя прийти, и как-то это. Вот сейчас каждый человек сидит, и у него там в Телеграме, в телевизоре, там еще где-то какой-то миллиард каналов информации, в которых абсолютно все разное. Как вообще человек может отличить, где правда, а где ложь? Ну, я смотрю самые разные телеграм-каналы, то есть и с той стороны, и с этой. Я подписана на каких-то людей в Фейсбуке, которые, ну, как мне кажется, достаточно адекватно оценивают ситуацию. Понятно, что я не истина в последней инстанции, и никто сейчас не. Но... Ну, ты журналист с большим опытом работы в горячих точках. Ну, понимаешь, я в горячих точках работала сама и сама передавала информацию в федеральную газету, которая все это публиковала. Сейчас ситуация совсем другая. Что другое? Ну, я не знаю ни одной федеральной газеты в России, которая бы публиковала то, что реально происходит на самом деле сейчас в Украине. Поэтому людям приходится выбирать источники. Ну, пожалуй, нет, я, наверное, неправильно сказала. «Новая газета», конечно, «Новая газета», наверное, единственное сейчас издание, которое пытается показывать, что происходит и на той стороне тоже, по ту линию, по ту сторону фронта. «Медуза», конечно же, тоже. Ну, я не знаю, «Медузу» вряд ли, наверное, можно сейчас назвать федеральным изданием, хотя я не знаю. «Медуза» совершенно замечательный ресурс, и они большие молодцы, конечно. Вот. А так, те федеральные СМИ, которые раньше публиковали тексты из зон боевых действий, сейчас, я ничего такого не вижу. И, ты сама видишь, что слово «война» произносить нельзя, критиковать действия российской власти в Украине нельзя. То есть уже подпадаешь под уголовные статьи. То есть полностью схлопнулось информационное пространство. И, конечно, люди ищут информацию там, где они могут ее найти, там, где она доступна. Это телеграм-каналы самые разные. Если человек неопытный, например, то ему, конечно, очень легко там потеряться и подписаться на какой-то канал, который может быть недостаточно объективен, который, может быть, где-то спекулирует. То есть неопытным людям очень, очень легко на это вестись, и ими легко манипулировать. И вот это как раз самый ужас вот той вот безвыходной ситуации, в которой оказалась российская журналистика, российские СМИ, потому что
когда закрывают вот это информационное пространство официально, люди начинают искать неофициально. И то есть они получают информацию как с той, так и с другой стороны, и никто не понимает, что там правда, а что нет. Как человек должен, какие вопросы человек должен задать к информации или к информационному каналу, чтобы понимать, что здесь плюс-минус адекватно все? Телеграм-каналы – это вообще не СМИ все-таки. Это совсем другое. Я даже не знаю, какие надо задавать вопросы. Мне кажется, если там есть видеосъемка, фотографии, тоже надо очень осторожно смотреть, потому что и фотографии бывают поддельные, из других каких-то военных действий, и видеосъемки бывают из других военных действий. То есть мне интуиция только помогает. Я правда не знаю, как люди, которые вообще не имели отношения раньше к информации, как они это все фильтруют и что у них в голове остается. Я подписана на несколько телеграм-каналов, которые очень много дают видеоматериала, и я всегда слушаю. То есть мне важно слышать звук, то есть что говорят люди, на каком языке они говорят, какое время года там, да, то есть, все, то есть все детали. Ты можешь назвать эти каналы? Да, я читаю канал ЧТД. Я его в основном читаю, он, мне кажется, более-менее такой информативный, и очень много у них видеосъемки. То есть эту видеосъемку как раз, ее сложно очень как-то, мне кажется, подделать или опровергнуть. И, конечно, есть такие каналы, там еще я не очень понимаю, кто их делает. ВЧК, ОГПУ, по-моему. Он такой... Подментованный. Похоже на то, да. Но для баланса тоже важно понимать, потому что они часто передают информацию одними из первых про какие-то переговоры или про какие-то боевые действия. И когда сверяешь тут и там, то как-то более-менее понимаешь. Конечно, Nexta. Nexta – это канал, который я еще во время событий в Беларуси 2 года назад с ним познакомилась. Они, конечно, их сложно назвать объективными. Они, мне кажется, очень такие... там молодые ребята, которые очень... они такие активисты. И я делаю на это скидку, когда я читаю их новости. То есть у них комментарии, они, конечно, такие активистские, но с точки зрения информационной они, конечно, отрабатывают хорошо. Варламов, конечно же. Варламова тоже читаю постоянно. «Медуза» и «Изабелл». Наверное, все. По опыту... Что ты можешь сказать о том, как развивается военная операция? Я же не вижу, что происходит, я же не там. Но я вспоминаю, что когда я приехала на границу с Чечней в конце 99-го года, я находилась на Моздокском аэродроме военном. Там была база военная, где журналистов аккредитовывали. И журналисты там находились первые месяцы этих боевых действий. И я помню, что это было... уже конец был год, 1999 года, и была такая официальная информация по всем каналам, что из Грозного открыли гуманитарный коридор, оттуда выходят мирные жители. И через какое-то время нам сказали, что мирных жителей в городе больше нет. И началась так называемая зачистка города. Ковровые бомбардировки. Ковровые бомбардировки. И после бомбардировок уже через какое-то время туда стали заходить войска
Сначала армия, потом внутренние войска, потом уже МВД за ними. И вот я туда попала в январе 2000 года. Это чистая была случайность. Я просто запрыгнула в машину к МЧС, первая колонна МЧС, которая ехала уже в зачищенный, так называемый зачищенный город. Они везли горячую еду, походной кухни, вот это вот все. И я вот поехала с ними. Тогда еще как-то все это было... Ну, в плане журналистов они не лютовали, то есть можно было пробиться где-то. И меня взяли. И вот я приехала в Грозный. И я помню, что была совершенно потрясена, потому что я увидела, как вот они разворачивают эту кухню походную, и как из вот этих полностью разрушенных домов, как будто из-под земли откуда-то появляются люди, как тени, такие серые такие тени. И все тянутся к этой походной кухне. И я стала спрашивать, откуда, где они жили, потому что я вижу, что тут негде жить, тут все разрушено. Это было на площади Минутка в Грозном. И они мне сказали, что все это время они сидели в подвалах. То есть пока авиация их бомбила, эти люди сидели в подвалах. Там было очень много русских людей, чеченцы тоже были, но у чеченцев, у многих были сельские какие-то дома, и они, кто смог, успели уйти. А русские там профессура, интеллигенция, вот какие-то заводские, там, им просто некуда было деться. То есть они жили в этом Грозном, и им больше некуда было уйти. И вот я помню там профессора института какого-то в таком пальто классическом, в такое уже все там, оно, потрепанное, но видно было, что когда-то было хорошее пальто, человек с такой интеллигентной внешностью, высокий. Я видела, как он рукой ел эту кашу из этой миски. То есть вот это первый раз было... Я первый раз увидела, как война лишает людей достоинства. Хотя, наверное, трудно сказать, что у него не было достоинства. Оно у него, конечно же, было, но вот эти вот долгие недели бомбежек, люди просто перестали понимать, что происходит. Не было еды, не было воды, не было тепла, не было никакой информации вообще. И то есть это вот такое вот расчеловечивание людей. Это, мне кажется, самое страшное, что происходит на войне. То есть сейчас, когда говорят, что у Киева объявляют зеленый коридор и мирным жителям Российское Министерство обороны предлагает покинуть город, это, скорее всего, никого не спасет? Я думаю, нет. Потому что, во-первых, сколько уехало уже? 600 тысяч, по-моему. Уже последние цифры штук 1 миллиона там делают. Около 1 миллиона. То есть те, кто очень хотел уехать, они, наверное, уже уехали. Те, кто... большое количество людей еще на вокзалах, конечно, там остаются, ждут поездов. Но огромное число людей не хочет уезжать. Я думаю, что тогда в Грозном я видела тех, кто не хотел уезжать. Во-первых, люди в такой ситуации до конца верят, что с ними ничего не случится. Это их дом. Они боятся бросать свои дома. Они боятся, что будет там имущество разграблено. Потом есть и чисто такие патриотические мотивы. То есть человек говорит, я не уеду, это моя земля, это мой город, я отсюда не уеду. И я сейчас объективно понимаю, что если 1 миллион только беженцев уехали, а в Киеве было 4 миллиона до 24-го,
если я не ошибаюсь. Где-то я читала недавно. Там в Харькове, по-моему, 1,5 или 2 миллиона. Ну, то есть это города огромные, и понятно, что огромное количество людей оттуда не уйдет. По разным причинам, но они не уйдут. Кто-то болен, у кого-то онкология, у кого-то кто-то ходить не может, кто-то очень старый, и с ним остаются дети или там внуки. Но всегда есть люди, которые не могут уйти. И мне кажется, это всегда надо вообще брать в расчет и понимать, что гуманитарным коридором не воспользуются все жители. С точки зрения вообще каких-то обеспечения безопасности мирных жителей, это похоже на какую-то гуманистическую, если может быть гуманистическую, на операцию, которая уважает интересы мирных граждан, которая не воюет с мирными жителями? Ну, как она может быть похожа? Таких я, кажется, не видела, но нам же так говорят. Ну, ты знаешь, я-то давно не верю тому, что нам говорят. Жалко людей, которые этому верят. И я не знаю, правда, что с этим делать. То есть, мне кажется, самое глобальное зло в истории нашей страны, которое с нами случилось, это телевидение, которое мы потеряли. И то телевидение, которое пришло вместо него. То есть это такая машина по оболваниванию людей, такая машина массовой пропаганды, абсолютно дьявольская, я считаю, машина, потому что она не дает людям разобраться, где правда, а где ложь. Она показывает ложь и говорит, что это правда. Когда сейчас винят многие россиян, что они не выступают против, кто-то не выступает, потому что боится. Это правда. Есть чего бояться. Бояться, что побьют, покалечат, посадят и так далее. Уволят с работы и так далее. А кто-то просто не понимает. Они видят всю свою жизнь картинку с телевизора. И эта картинка им все время врет. И вот это самое страшное зло, я считаю, которое, из-за которого вот происходит все, что сейчас происходит. Мы видим огромное количество видео, где местные жители выходят и говорят военным: вы зачем сюда пришли? Уходите, это наш дом. Но мы это видим. И это никто не придумал. Я еще понимаю, если бы это был какой-то печатный текст, и можно было бы сказать: да это журналист придумал. Но мы это видим, это живые съемки с мест событий. И люди говорят: мы здесь жили нормально, у нас был мир. Вот я видела буквально видео недавно, когда военные стоят, а напротив них мирные жители в каком-то населенном пункте. И женщина говорит: вы зачем сюда пришли? А они говорят: чтобы у вас был мир. Она говорит: так у нас был мир. У нас был мир, мы на своей земле. Вы зачем сюда пришли? Вот что тут можно сказать? Какая-то, может быть, гуманитарная операция или операция по спасению мирных жителей, если им это не нужно. Есть у тебя ощущение, что российское руководство рассчитывало на большие военные успехи и на совершенно другую встречу мирного населения? Катя, я не знаю, на что они рассчитывали. Я вообще не понимаю, что в голове там у людей, которые принимают эти решения. Это настолько чудовищно, то, что произошло 24 февраля и продолжается до сих пор, что никакой логике это не поддается. Я не понимаю, что было в голове, на что они рассчитывали. Кто там какие документы подкладывал Путину на стол, в чем там его убеждали. Я не знаю. Я читаю каких-то экспертов, слушаю. Возникает ощущение у многих, что как будто бы какие-то не те папки подкладывали Путину на стол, как будто бы как-то его дезинформировали, как будто он реально не понимал, что происходит. Потому что иначе просто в голове не укладывается. Что это вообще? Зачем это? Какая вообще кому от этого
польза, я не знаю, какое циничное слово, но правда. То есть вот правда напрашивается выбор, что это какая-то такая была глобальная дезинформация, и на основании этой дезинформации были приняты какие-то решения. Но я не знаю, так ли это на самом деле. Это вот мое мнение, потому что я по-другому не могу это объяснить. Работает ли для тебя аргумент про 8 лет противостояния на Донбассе? Что вот сегодняшние события – это ответ на те 8 лет насилия, которые были на Донбассе? Насилие никогда не может оправдать насилие. Я в этом абсолютно уверена. И мы сейчас видим это все. То есть вот у нас перед глазами картина. Почему нельзя насилием отвечать на насилие? То, что происходило на Донбассе, вот эта гуманитарная катастрофа, которая происходила 8 лет, это действительно ужасно. Ужасно, что погибало мирное население. И я понимаю, что во многом этому способствовала, а может быть и в первую очередь этому способствовала моя страна. Потому что тот конфликт, который начался на Донбассе после признания Крыма, он был инспирирован какими-то очень странными людьми, которых называли полевыми командирами, но которые, как я понимаю, часть из них погибли, а часть сейчас сидит в Москве. И раз это так, то очевидно, что эти люди... они не сидят там, я не знаю, в Берлине или где-то там в Америке, они сидят в Москве. То есть очевидно, что эти люди туда попали не просто так. Они не местные жители. Они туда приехали отсюда. Значит, у них была какая-то задача. А то, что происходило уже потом, понимаешь, территориальные конфликты, они так устроены, что один раз стоит бросить спичку, и потом полыхает с двух сторон. И очень сложно разобраться, кто и откуда стреляет. Понятно, что стреляют все. У меня нет сейчас никакого желания говорить о том, что виновата только одна сторона. Я понимаю, что были ошибки, большие ошибки были украинских властей, украинских военных, которые приводили к жертвам среди мирного населения. Но если смотреть в корень этой проблемы, то, я думаю, многие, наверное, понимают все-таки, что с чего все началось. Еще вот этот аргумент, понимаешь, про 8 лет, когда люди, видя, что происходит сейчас в украинских городах, приходят там, не знаю, к тебе в блог с одним единственным комментарием: «А где вы были, когда 8 лет убивали на Донбассе?» Это, по сути, значит, что они оправдывают то, что происходит сейчас. А нельзя оправдывать ни то, что происходило тогда с мирным населением, ни то, что происходит сейчас с мирным населением. Это такая ловушка, в которую, опять же, нас поймал телевизор. Вот это вот месть священная, так сказать, месть, да, которую втюхивают постоянно, что вот это месть за то, что происходило на Донбассе. То есть то, что сейчас разрушаются дома, города, люди, огромное количество людей, беженцы, огромное количество людей сидят в подвалах, уже много погибших. Это как оправдывает то, что происходило на Донбассе? Я вот этого не могу понять. То есть что мы око за око, зуб за зуб? Это какая-то удивительная, да, для православной страны ветхозаветная логика. Ведь, у нас сколько там, 80% людей называют себя христианами. 80 или я не помню там точно. Такого, примерно. Да. Угу. А где христианство в этом? Где? Я его не вижу. Вот это для меня огромная боль, потому что я христианка, и для меня христианство — это все, что связано с
Христианство — это не насилие. Христианство — это про то, что если где-то происходит зло, ты должен совершать добро и таким образом исправлять это зло. Если где-то кого-то мучают, оскорбляют, унижают, бьют, убивают, ну приди туда и помоги. Спаси их, дай им дом, дай им одежду, дай им еду, вывези их из этой зоны опасной, отправь туда еду, отправь туда что-то, какие-то гуманитарные грузы, но делай добрые дела, чтобы это исправить. Потому что иначе мы все сожрем друг друга. Если каждый за то, что кто-то кого-то обидел, будет мстить, мы просто перестанем существовать. И мы на этой неделе мы это почувствовали все. Мне кажется, что мы просто можем перестать существовать. Как человечество может перестать, популяция человеческая может перестать существовать. Вот из-за этой логики око за око, зуб за зуб. И в первую, во вторую чеченскую кампанию, несмотря на то, какие они жуткие были, мы более-менее представляли себе порядок жертв. Возможно, мы не знали количество жертв точно со стороны мирного населения. Я думаю, что мы его до сих пор не знаем Нет, не в точных пределах. Но среди военнослужащих мы представляли себе количество жертв. Возможно, благодаря журналистам, которые тогда еще могли работать, возможно, благодаря активности Комитета солдатских матерей. Сейчас, мне кажется, что мы находимся в ситуации абсолютного вакуума, потому что Песков сказал, что жертвы есть, но мы не можем вам сказать, сколько. Мы даже не представляем себе масштабы, и это множит там те фейки, которые цифры есть, и реакцию на них провоцируют и так далее. Но я не призываю тебя попытаться представить, сколько их, да, потому что, наверное, невозможно. Но как ты думаешь, где в этот момент находятся, во-первых, мамы самих этих пацанов, а во-вторых, где Комитет солдатских матерей? Комитет солдатских матерей работает, у них очень много сейчас писем, к ним очень многие обращаются, но если во время Чеченской войны у них были выходы на все стороны конфликта, и они могли организовывать обмен пленными, передачу убитых. То есть были какие-то влиятельные люди, там Лебедь, помнишь, да, которые там, с чеченской стороны были, которые вот этим занимались, да, обменом телами, пленными, то сейчас ничего этого нет. То есть даже такая очевидная вещь, которая должна быть обмен телами. Ладно, пленных надо кормить, поить, лечить, содержать в нормальных условиях, и потом, после боевых действий, их можно передать, обменять там как-то. Но тела, они же гниют, их едят собаки, птицы. Это абсолютно бесчеловечно, и это кошмар просто. И как, почему вот тут ничего нет, никаких движений вот со стороны военных, я правда не понимаю. Да, сейчас появляется информация, что куда-то, не помню, в Ульяновск или куда-то привезли 15 погибших. Там в Чечню привезли там несколько. На Северном Кавказе я тоже там видела несколько человек. Их не привезли, но о них сказали, что они погибли. В каких-то регионах где-то 1, где-то 2 говорят. Но этих людей не забирают оттуда. Эти тела, они там лежат. Сейчас уже плюсовая температура там. То есть это нужно делать прямо сейчас. Собирать, идентифицировать, отдавать родным, чтобы для родных, которые потеряли своих детей, это самое ужасное, когда они не знают, что с ними. Пропавшие без вести, ведь в Чечне было очень много пропавших без вести. И это такой ад родительский, которые всю жизнь живут и не знают, что произошло. Они не смогли похоронить своего ребенка. Они не знают, они там просыпаются в ужасе ночью и думают, а вдруг он в плену где-то, а вдруг он жив. То есть спустя даже десятилетия люди не могут вот это принять. Вот. И это необходимо делать в первую очередь. Как бы это ужасно ни звучало. Вообще иногда такие вещи, когда говорю, я думаю, Господи, о чем я говорю вообще? Просто какой-то апокалипсис. Но тем не менее это
Ну, это просто какая-то базовая вещь, которую должны делать военные. А сейчас получается, что нет никакого контакта у солдатских матерей с командованием. Потому что, опять же, причина этого в чем? У нас много-много лет закатывалось в асфальт гражданское общество. Последние годы у нас очень много стало иноагентов, нежелательных организаций. Они все стали охранителями называться, там, не знаю, агентами Запада, пятой колонны и так далее. И контактов нет. У власти нет контакта с этими организациями. То есть всегда во все времена общество организовывалось, чтобы находить диалог с властью и какие-то осуществлять действия, которые власть не способна. Ну, допустим, армия не может собрать тела, у них другие стоят задачи. Дайте коридор гуманитарным организациям, чтобы они зашли и собрали. Договоритесь о перемирии. Это в любой войне это возможно. Но это уже ничего не делается. То есть вот это самое жуткое, что отношение к солдатам, к этим, которые там остались, оно к ним как к кому? То есть просто использовали и выбросили. Вот это мне кажется, это прям, это, ты знаешь, это больно, наверное, для всех, даже для тех, кто поддерживает власть. Чувствуешь ли ты вину и нашего общества, и нашу с тобой, как журналистов российских, за то, что произошло? Я свою вину чувствую чудовищную, просто чудовищную. Я уже неделю не могу вообще места себе найти. Вчера я даже подумала, лучше бы я была там в этом Харькове несчастном, который бомбят, в Киеве, я не знаю, лучше бы я была там, чем здесь, потому что там мне надо было бы просто выживать. А здесь я просто не понимаю, как жить и от чего отталкиваться дальше. То есть как мы вообще будем жить дальше? Как мы будем смотреть в глаза друг другу, этим людям, которые там сейчас умирают, у которых погибают близкие? И я не знаю. У меня чудовищное чувство вины за то, что я мало выходила на митинги, за то, что я мало протестовала, за то, что мне казалось, что ничего страшного не случится. То есть я человек, который видел, что происходило в 99-м, в 2000-м, что происходило потом в Беслане, Норд-Ост, Беслан, все эти теракты, на которые я ездила. То есть я все это видела, и как я могла поверить, что все будет хорошо? Как я могла так расслабиться, так ошибиться и не понимать, что это такая страшная угроза. Вот это вот то, что сделали с нашим обществом. Вот это вот ложь, которой кормили людей, вот эта пассивность, страх, вот эта вот гремучая смесь, которой кормили людей столько лет. Я думаю, многие сейчас чувствуют эту вину. Я вижу. Я не думаю, я вижу это. Я вижу это и в Фейсбуке, я вижу это из разговоров со своими друзьями. И люди совершенно дезориентированы. То есть в любой критической ситуации, какой-то трагической, человек пытается от чего-то отталкиваться. А сейчас нам нет ни от чего отталкиваться. Нету дна. Понимаешь, то есть до дна доходишь и отталкиваешься, а нету этого дна. Мы падаем, и падаем, и падаем. Я вот вчера общалась с друзьями, у всех картина одна. Мы всю ночь сидим и смотрим эти новости. Сидим, смотрим эти видео, эти фотографии. Засыпаешь, быстро просыпаешься, опять смотришь, что там, что происходит. То есть все жизненные ресурсы, вся энергия сейчас уходит только на это, больше ни на что. И
пока это не закончится, вот это состояние у людей, оно тоже не прекратится. Ужасно, что люди не могут, что у людей нет канала для того, чтобы это выплеснуть, вот этот страх, эту боль, эту вину, это отчаяние. То есть я смотрю, во всем мире, в больших городах выходят по 100 тысяч людей на площади, и это хоть какая-то, какой-то вот способ выпустить вот это все, что в тебе накопилось, да? А у нас нет этой возможности, у нас канал этот закрыт. То есть, она, наверное, есть, но мы видели, что происходило. То есть человек выходит, его сразу пакуют. Нету вот этой возможности просто выйти на акцию, там, я не знаю, покричать, постоять с плакатами, показать, что мы против, что мы не поддерживаем это. И это хоть как-то бы успокоило людей, хоть как-то бы дало им понимание, что они в этой ситуации, вот в этой, они сделали все, что могли. Хотя бы уже вот в этой ситуации. Понятно, что надо было делать раньше. Понятно, что и этого мало. Но хоть что-то. Но так этого тоже нет. И вот люди, понимаешь, люди, которые сейчас находятся в этом вакууме, вот в этом мешке отчаяния, я не знаю вообще, что с ними будет. Многие на грани психического срыва. Вот я на грани психического срыва. Я постоянно рыдаю. Я не могу ни с кем разговаривать. Огромное количество моих знакомых уезжает из страны. Вот прямо в эти дни. Потому что больше не верят, что здесь можно будет жить вообще. Хотя, я не знаю, вот уехать можно, но куда деться от вот этого, вот того, что здесь у тебя? Ведь от него же не уедешь. Вот эта боль, этот страх, этот стыд, это же с нами теперь навсегда. Может так получиться, что вот ты же делала огромное количество хорошего и того, что изменило мир внутри. Но может так получиться, что наше молчание покупали в обмен на возможность менять систему ПНИ, помогать больным детям, просто помогать. То есть делать какие-то реализовывать теорию малых дел, в которую мы верили, в обмен на то, что мы не будем так активно возмущаться властью. То есть нас купили, но не за яхты и самолеты, да, то есть стыдиться-то особо нечего. А за то, что мы можем кому-то помочь. Да. Нашим сотрудничеством. Да. С властями. Может быть, я не знаю, может быть и так. Понимаешь, сейчас эта теория малых дел, которой мы все придерживались последние десятилетия, она полностью уничтожена. Все разрушено. Понятно, что все те люди, которым мы помогали столько лет, все эти несчастные жители в ПНИ, дети, на лечение которых не хватало денег, особенно на дорогостоящие лекарства. Все это сейчас им будет гораздо тяжелее сейчас жить. То есть мы 10 лет работали, чтобы им было легче, а им сейчас станет тяжелее, потому что, ты же видишь, что с экономикой происходит. И да, надо сейчас пытаться снова им помогать, еще больше им помогать. Но где взять на это сил, когда не хочется ничего больше? То есть ты считаешь, что это как будто бы обнулило все, чем мы занимались все это время? Мне кажется, да. Я так считаю. Для себя, да. Сможет ли когда-нибудь российское общество помириться с украинским? Можем ли мы когда-то? Мне кажется, не при нашей жизни уже. Может быть, наши внуки смогут. Но, мне кажется, нам этого не простят никогда. Скажи, откуда берется такая уверенность внешняя в том, что большая часть россиян поддерживает опрос? Опросы же существуют. Да, допустим, если даже мы будем исходить из того, что много в этих опросах приписано, но что-то же все равно есть. А кто эти люди?
Почему они поддерживают? Ну, во-первых, опросам официальным я давно не верю. И я не знаю, сколько на самом деле поддерживает. Я не думаю, что 70 или 80% поддерживают. 68. Я не думаю, что это правда. Ну, даже если 50. Может быть, половина, да, и это не потому, что они какие-то звери, а потому что их кормили вот этой вот пропагандой последние 20 лет. И люди просто не понимают, что происходит. То есть я помню, как в 99-м году я сама думала, что война в Чечне нужна, потому что невозможно справиться с бандитскими группировками, с боевиками, с полевыми командирами, с кражей людей, взятием людей в заложники и так далее. Но когда я увидела, во что превратили Грозный, во что превратили Самашки и другие города, я поняла, что это насилие никогда не может оправдывать насилие. Преступление никогда не может оправдывать преступление. В современном мире есть масса способов, которыми государства могут бороться за свои интересы на территории, не знаю, там какой-то неподконтрольной республики или другого государства. Масса способов. Переговоры, какие-то точечные спецоперации, когда там спецназ там, по агентурным данным работает, да, и, ну, это касается, конечно, вот той чеченской ситуации, когда нужно было, конечно, не ковровыми бомбардировками счищать республику, а работать, чтобы работали спецгруппы. Ведь можно же было отследить, можно было и спутниковую связь отследить, и там, благодаря агентурной сети понять, кто где находится. Но все это можно было делать даже тогда, сейчас уж тем более. Вот, и мне кажется, что то, что мы тогда поверили в это все, у меня-то быстро очень пришло отрезвление. Я когда приехала в Грозный в январе, я все поняла. И после этого я уже, конечно, это, знаешь, как будто счистила с моих глаз какую-то вот эту розовую пленку, которой нам все время застилают глаза, а сейчас так особенно. Пленка, которая искажает реальность. И вот у меня, когда эта пленка исчезла, я все последующие события после 2000 года я уже стала видеть по-другому. То есть я уже их видела своими собственными глазами. У многих людей эта пленка до сих пор на глазах, и они не виноваты в этом, потому что им ее наклеили, понимаешь? А они сами не понимают, что у них пленка на глазах. И, к сожалению, человек так устроен, что пока он сам не столкнется с бедой, болью, трагедией, он не начинает вот этот путь, на котором изучаются ошибки, анализируется опыт и приходит понимание, что ты где-то что-то делал не так. Дорого получается это стоит? Это очень дорого стоит. Всем. В чем сейчас человек может найти утешение? Я не знаю. Я не могу ни в чем найти. Я читаю посты друзей в Фейсбуке. Многие пытаются делать какую-то волонтерскую работу. Кто-то, психологи берут бесплатно
людей, оказывают им психологическую помощь, консультации проводят. Какие-то волонтерские стали группы появляться, кто-то там вещи отправляет бедным, там что-то. Как-то люди самоорганизуются, чтобы хоть что-то делать. Мне кажется, важно, конечно, делать что-то для других. Не для себя, не бежать там в аптеке и скупать все. Понятно, если у тебя там бабушка, которой нужен препарат, и которого скоро не станет, понятно, что ты побежишь в аптеку первым делом. Или там мама больная. Но если этого нет, то, мне кажется, надо в первую очередь подумать о тех, кому плохо. Не о том, что гречка закончится или еще что-то, а о том, что кто-то сейчас перестанет, многие перестанут помогать некоммерческим организациям, которые кормили бездомных, лечили бездомных, которые помогали детям-сиротам, старикам в домах престарелых. То есть у них денег станет меньше сейчас. Это та категория граждан, которые пострадают в первую очередь. И надо туда, в эту степь сейчас смотреть как-то. Мне кажется, это единственный, наверное, способ, чтобы как-то поддержать себя, чтобы не развалиться совсем. Но я, правда, за эту неделю я пока не нашла никакого... Я это все знаю, я это читаю, я об этом говорю сейчас с тобой, но я для себя не нашла никакого способа. Я все, что могу, это сижу и читаю эти новости. И у меня уже неделя прошла, у меня в голове до сих пор не укладывается, что это наша реальность. Я каждое утро просыпаюсь, и мне кажется, что мне сон ужасный приснился. И через пару секунд я понимаю, что нет, это не сон, это теперь наша жизнь. Что должно случиться, чтобы ты тоже уехала, как и те друзья, которые тебе об этом говорят? Я не знаю, Кать. Я не могу пока понять. Я понимаю, что каждый, наверное, что-то должен делать на своем месте. Мне очень страшно. А где твое место теперь, Оля? Я не знаю, где мое место. Но я последние 10 лет занималась социальной журналистикой. Я писала про униженных, оскорбленных. И они же никуда не делись, они же тут остались. И им сейчас будет еще хуже. Наверное, надо как-то собраться с силами и пытаться дальше работать. У меня пока сил нет. Я не знаю, у меня нет ответа на твой вопрос. Надо уезжать, не надо уезжать. Уеду я или не уеду. Мне, в общем-то, некуда ехать. И я просто я не вижу себя нигде. Я не понимаю, как бы я смогла где-то жить и делать что-то полезное. В «Коммерсанте» ты работаешь, ты останешься там работать в редакции? Если я смогу дальше помогать тем людям, как помогать? Трудно, я, наверное, все-таки это неправильное слово, я же не миссионер. Писать дальше о тех организациях, которые помогали людям, наверное, останусь. У меня сейчас нет ни одного ответа на эти вопросы. Я ничего не знаю. Спасибо тебе большое. Никто ничего не знает, Оля.